Вы на канале Новости БП. Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД, заявил, что Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе как повод для давления на Белоруссию. Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере. Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну, не знаю, все же видите интернет, смотрите телевидение. Ну, первое, что приходит в голову, детей жалко просто. Маленькие дети-то. Нет, поливают туда водой, слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Но ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают. 17 ноября исполняющая обязанности федерального канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко второй раз за 2 дня обсудили проблему нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов. Договорились президент Белоруссии и канцлера Германии о том, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС. При этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию, заявление пресс-службы белорусского президента. Кроме того, Меркель передала от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен просьбу об участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию, заявление пресс-службы белорусского президента. Кроме того, Меркель передала от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен просьбу об участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов. Официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт заявил, что во время телефонного разговора Меркель и Лукашенко речь шла о поддержке Минском предоставления гуманитарной помощи и возможности возвращения людей на родину, над которым работает ООН и Еврокомиссия, сообщает Deutsche Welle. Ранее Зайберт заявил, что имеет смысл говорить и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия, как и все остальные европейские страны, не признает.